Представьте, Перу, высокогорье Анд, 3180 метров над уровнем моря. Темный каменный лабиринт под землей. Вы ничего не видите, но земля под ногами начинает вибрировать. Откуда-то снизу поднимается звук. Не музыка, не голос человека. Рев ягуара. Он везде. Он отовсюду сразу. Вы не можете понять, где он. Это не мистика. Это не ягуар. Это инженерный расчет. Точность до миллиметра. Возраст 3000 лет. И это лишь одна из 5 вещей, которые официальная наука раскопала в Перу за последние несколько лет. Вещей, которые звучат безумнее любой теории заговора. YouTube забит видео про пришельцев в Перу, инопланетные черепа, лазеры богов, НЛО над пустыней Наска. Но я скажу вам кое-что неудобное. Люди, которые снимают этот контент, никогда не открывали журнал Nature. А официальная наука за это время ушла туда, куда псевдоисторики даже не смотрели. И то, что она там нашла, страшнее любых пришельцев. Сегодня 5 находок. Первая. Под джунглями Амазонии скрываются мегаполисы. Вторая. Линии Наски — это не взлетные полосы, это карта подземных вод. Третья. Черепа Паракасса. Никаких пришельцев. Но правда куда жутче. Четвертое. Стены инков переживают землетрясения лучше современного бетона. И мы знаем почему. И пятое. Пятое — это тот самый рев ягуара. К концу этого видео вы поймете, как храм из камня управлял человеческим сознанием. Через физику звука. 3000 лет назад. Начнем. Начнем с простого вопроса. Что скрывается под джунглями Амазонии? До 2020-х годов у науки был готовый ответ. Ничего. Почвы слишком бедные. Тропические ливни вымывают все питательные вещества. Прокормить большие города невозможно. Амазония — это девственный лес. Убежище для разрозненных племен охотников. Так считали десятилетиями. Это было ошибкой. В 2023 году бразильский ученый Винисиус Перепато из Национального института космических исследований взял самолет, направил вниз лазер и начал сканировать джунгли. Технология называется лидар. Лазерный луч пробивает крону деревьев и отражается от земли. Компьютер получает точную карту рельефа, как будто леса нет. Перепато отсканировал 5315 квадратных километров, меньше 1% от всей Амазонии. И под деревьями обнаружилось 24 ранее неизвестных геометрических сооружения. Идеальные прямоугольники, круги, прямые дороги. Ученые взяли эти данные, запустили байесовское математическое моделирование и экстраполировали результат на весь бассейн. Вывод опубликован в журнале Science. Под лесами Амазонии скрыто от 10 до 24 тысяч подобных сооружений. Мы не знаем о них ничего, потому что деревья мешали смотреть. В 2024 году французский исследователь Стефан Растен из Национального центра научных исследований опубликовал данные по долине Упана в Эквадоре. То, что они нашли, сломало все модели. На площади 300 квадратных километров более 6000 массивных земляных платформ. Каждая до 50 метров в длину, до 10 метров в высоту, 15 крупных взаимосвязанных поселений. И дороги между ними не тропинки, идеально прямые магистрали, пересекающиеся под прямым углом. Они игнорировали рельеф, прорезали холмы, огибали реки, по масштабу сопоставимо с крупнейшими городами майя. Цивилизация просуществовала с 500 года до нашей эры по 600 год нашей эры. Больше 1000 лет, и мы не знали о ней еще 15 лет назад. Но здесь возникает вопрос. Если города такие большие, чем они кормили население? Амазонские почвы не держат питательные вещества. Тропические дожди вымывают все за несколько сезонов. Они изменили саму землю. Под Амазонией есть почва, которую называют терра прета. В переводе «черная земля». Это не природный феномен. Это рукотворный антропосоль. Древние инженеры веками вносили в землю одно и то же – низкотемпературный древесный уголь, толченую керамику, кости рыб, органические отходы. Уголь не разлагается, он остается в почве тысячелетиями. Он связывает азот, фосфор, кальций, не дает им вымываться дождем.
Терра Прета в 3 раза богаче органикой, чем любая другая амазонская почва, и она до сих пор плодородна. Спустя 1500 лет после того, как ее создали. Они не просто строили города, они терраформировали целый континент. Переписывали химию почвы под свои нужды, без лабораторий, без спектрометров, без агрохимии. Только наблюдение, опыт и несколько поколений знания. Но мегаполисы под джунглями – это только начало. Потому что следующая находка доказывает кое-что еще более невероятное. Эти люди умели читать саму Землю. Буквально. Пустыня Наска, южное побережье Перу. Один из самых засушливых регионов на планете. Осадков почти нет, воды нет. Жить здесь – само по себе подвиг. И именно здесь цивилизация процветала 800 лет. Со 100 года до нашей эры по 800 год нашей эры. Они оставили после себя то, что весь мир знает как линии Наски. Гигантские рисунки на поверхности пустыни. Колибри, паук, обезьяна, кондор. Геометрические фигуры, трапеции, треугольники, прямые линии длиной в километры. Видно только с воздуха. Десятилетиями это был главный аргумент любителей пришельцев. Зачем рисовать то, что не видно с Земли? Значит, рисовали для тех, кто смотрит сверху. Значит, для богов. Или для кораблей. Но в этой логике есть одна фундаментальная ошибка. Она предполагает, что люди Наски были глупее нас. Американский геолог Дэвид Джонсон из Университета Массачусетса провел годы в поле. Он делал одно простое дело. Накладывал карту геоглифов на карту геологических разломов. И обнаружил корреляцию, которую невозможно объяснить случайностью. Каждый крупный треугольник и трапеция указывает на геологический разлом. По этим разломам с гор поступает подземная вода. Ширина трапеции точно соответствует ширине водоносного горизонта под ней. Зигзагообразные линии – это маркеры границ. Там, где вода уходит вглубь скалы – линии Наски. Это не послание богам. Это техническая карта масштаба 1 к 1. Карта подземных вод в пустыне, где воды нет. Но воду нужно было не только найти, ее нужно было достать. И люди Наски решили эту задачу способом, который не придумали больше нигде на Земле. Они построили Пукиос – сеть подземных акведуков с вертикальными спиральными воронками на поверхности. Воронки выглядят как гигантские улитки в земле. Долгое время думали, просто вентиляционные шахты для обслуживания каналов. Итальянская исследовательская группа под руководством Розы Лассапанары взяла спутниковые данные и проанализировала аэродинамику этих воронок. Спиральная форма не случайна, она рассчитана. Господствующий ветер пустыни закручивается по спирали вниз в воронку, сжимается, создает локальное повышение давления. И это давление гидродинамически толкает воду вперед по подземному каналу. Без насосов, без электричества, без механики. Только геометрия и физика ветра. Некоторые из этих акведуков работают до сих пор, прямо сейчас, 2000 лет спустя. Но история на этом не заканчивается. В сентябре 2024 года японский университет Ямагата совместно с командой IBM Research применил нейросети для анализа спутниковых снимков пустыни. За 6 месяцев искусственный интеллект нашел 303 новых геоглифа. На поиск предыдущих 430 фигур ушел почти целый век. ИИ справился за полгода. И среди новых фигур – гуманоиды, ламы, отрубленные головы. Все они расположены в среднем 43 метрах от древних пешеходных троп. Это не декорация для богов. Это дорожные знаки, навигация для путников. Наска была не мистическим пространством. Это был сложнейший гидравлический хаб с картой, с инфраструктурой, с навигацией. В одном из самых враждебных мест на Земле. Они умели читать Землю и управлять водой. Но следующая находка показывает кое-что другое. Они умели управлять и самим человеком, начиная с первого дня его жизни. 1928 год. Полуостров Паракас, южное побережье Перу. Перуанский археолог Хулио Тельо вскрывает погребальные камеры и находит то, что перевернет умы любителей тайн на 100 лет вперед. Сотни мумий с черепами вытянутой формы, не округлыми, не приплюснутыми, конусообразными, почти цилиндрическими.
Некоторые на 25% больше обычного человеческого черепа по объему, тяжелее, длиннее, другие. И интернет взорвался. Форумы, документалки, миллионы просмотров. Версия была одна – это не люди. В 2014 году некий Брайан Фойерстер, содиректор частного музея, объявил, что сделал ДНК-анализ образцов. Результаты якобы показали европейские и кавказские гаплогруппы, маркеры которых не должно быть у коренных американцев. История разлетелась по интернету. History Channel снял эпизод. Только вот его команда работала с древними костями голыми руками, дышала на них, прикасалась. Свежая ДНК исследователей смешалась с деградировавшей древней ДНК. Это называется контаминация образца. Хрестоматийная ошибка первого курса генетики. Настоящий ответ дала академическая наука. Исследования опубликованы в журналах Cell и PNAS. Авторы – Ларс Ференшмидц из Калифорнийского университета и Йоханнес Краузе. Результат однозначный. Генетика элиты с деформированными черепами исключительно индейская. Никаких европейцев, никаких пришельцев. Они были людьми. Но то, что эта культура умела делать с человеческим телом, вот это действительно жутко. Речь не о черепах, речь о хирургии. Культура Паракас практиковала трепанацию, операцию на живом черепе, каменными инструментами, без анестезии, без антисептиков, без операционной. Хирург брал простой скребок и начинал вскрывать кость. Цель – добраться до мозга, снять давление после травмы, убрать осколки кости, остановить то, что убивало пациента изнутри. Звучит как приговор, но черепа говорят другое. На сотнях найденных черепов вокруг трепанационных отверстий следы заживления кости. Это медицинский факт. Кость заживает только у живого человека. Значит, пациент пережил операцию и жил дальше, иногда годами. Антрополог Джон Верана из университета Тулейн провел анализ сотен перуанских черепов. Результат опубликован в National Geographic. Перуанские хирурги довели выживаемость после трепанации до 83%. Американские военные хирурги в период гражданской войны XIX века спустя почти 2000 лет не дотягивали и до 50%. Невролог Дэвид Кушнер из Университета Майами сказал об этом прямо. Результаты во времена гражданской войны были катастрофическими по сравнению с инкскими временами. Они оперировали мозг каменным инструментом, и выживаемость была выше, чем в современной им Европе. Но хирургия – это только одна сторона. Есть вторая. Посмотрите на форму этих черепов еще раз. Вытянутые, конусообразные, видные издалека. Это не болезнь, не случайность. Это был маркер. Нестираемый, пожизненный. Форма головы говорила всем вокруг без единого слова «Я не просто человек, я элита, я принадлежу к касте». Те же люди, которые научились оперировать мозг, научились управлять тем, как человек выглядит в глазах общества. Медицина и власть в одних руках. Тело как инструмент политики. Это была цивилизация, которая понимала человека изнутри и снаружи одновременно, и использовала оба знания. Но следующая находка показывает другой уровень гениальности. Они управляли не телом, они управляли самой физикой пространства. 1650 год. Куско, Перу. Мощное землетрясение. Испанские соборы и дворцы, построенные за 100 лет колониального господства, трескаются, рушатся, превращаются в щебень. А под ними фундаменты. Инкские фундаменты. Целые, без единой трещины. Испанцы строили на костях цивилизации, которую завоевали, и их здания падали, а кости стояли. Это повторялось снова и снова. Каждое крупное землетрясение в Андах – один и тот же результат. Колониальные постройки рушатся, инкская кладка стоит. Почему? Долгое время это объясняли просто. Мастерство, хорошие камни. Но современная инженерия дала другой ответ – точный, математический. Чтобы понять его, нужно сначала понять, как разрушает землетрясение. Сейсмическая волна двигает Землю в стороны.
Жесткая конструкция сопротивляется, накапливает напряжение и в какой-то момент ломается. Именно так ведет себя современный бетон. Он жесткий, он держит, а потом трескается. Инки сделали наоборот. Они вообще не пытались сопротивляться. Посмотрите на стены Саксайоамана. Гигантские блоки андезита и гранита. Некоторые весят более 100 тонн. Между ними нет раствора. Вообще ничего. Только камень к камню. Но форма каждого блока неправильная. Не прямоугольник, не куб. Многоугольник с изломанными гранями. 12 углов, 18 углов. Зачем? Ученые из Политехнического университета Каталонии запустили компьютерную симуляцию. Метод конечных и дискретных элементов. Та же программа, которую используют для расчета современных небоскребов. И увидели следующее. Когда сейсмическая волна ударяет в полигональную инкскую стену, блоки не ломаются, они сдвигаются на миллиметры. Огромная кинетическая энергия землетрясения не разрушает камень. Она тратится на преодоление трения между блоками, превращается в тепло, рассеивается. А когда волна проходит, гравитация делает свое дело. Блоки скользят обратно, точно в свои пазы. Стена восстанавливает монолитность сама. Это не магия, это физика. Но это еще не все. Инкские стены не вертикальны. Они слегка наклонены внутрь, от 3 до 7 градусов, иногда до 17 в массивных подпорных конструкциях. Двери и окна сужаются кверху, трапециевидная форма. Это не эстетика, это математика. Наклон внутрь занижает центр тяжести всей конструкции. При боковом ударе землетрясения эти силы работают как пружинный механизм. Они возвращают стену в исходное положение. Снова и снова. Инки эмпирически рассчитали принципы структурной динамики, которые европейская наука формализовала только в 20 веке. Без уравнений, без компьютеров, без инженерных институтов. Через поколения строителей, которые смотрели на то, что стоит, и на то, что падает. Мачу-Пикчу стоит на высоте 2430 метров, в одном из самых сейсмически активных регионов планеты. Ему больше 500 лет. Он не упал. 5 веков землетрясений, и победитель известен. Но самое невероятное впереди. Инки управляли физикой пространства через форму и вес, а следующая цивилизация пошла дальше. Они научились управлять физикой звука, и через звук управлять самим человеческим мозгом. Вибрирующая земля, рев ягуара из ниоткуда. Пришло время объяснить. Чавин-де-Уантар, Андское высокогорье, 3180 метров над уровнем моря. Храмовый комплекс, построенный между 1500 и 400 годами до нашей эры. 3000 лет назад. Снаружи массивные каменные стены, платформы, монументальные галереи. Внутри лабиринт узких подземных туннелей. Абсолютная темнота. Десятилетиями ученые считали их складскими помещениями или вентиляционными шахтами. В 2008 году в храм приехала команда Стэнфордского университета, Центр компьютерных исследований в области музыки и акустики. Они привезли калиброванные многоканальные микрофонные решетки и начали измерять. То, что они обнаружили, изменило понимание этого места навсегда. Этот храм не был складом, он был инструментом, гигантским акустическим синтезатором из камня. Начнем с раковин. В 2001 году на территории храма нашли 20 ритуальных труб из морских раковин. Огромные морские моллюски с побережья Тихого океана, за сотни километров отсюда. Их называли путуту. Спектральный анализ показал, базовая резонансная частота этих инструментов 110 Гц. Запомните эту цифру. Теперь смотрите, что происходит. Жрецы спускались в подземные галереи. Паломники стояли на круглой площади снаружи. Жрецы начинали играть. Одновременно на нескольких раковинах с частотами 360 и 364 Гц. Разница между ними 4 Гц. Когда две звуковые волны с близкими частотами накладываются друг на друга, возникает физический эффект – акустические биения. Амплитуда звука начинает пульсировать с частотой именно этой разницы, с частотой 4 Гц. А теперь нейрофизиология. В 2008 году в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе провели клинические ЭЭГ-исследования.
Что происходит с мозгом человека под воздействием частоты 110 Гц? Активность левого полушария подавляется, того самого, который отвечает за логику, за анализ, за скептицизм. Активность правого полушария резко возрастает. Эмоции, интуиция, образы. А пульсация с частотой 4 Гц синхронизируется с тета-ритмами мозга. Это состояние глубокого транса, пограничное между бодрствованием и сном. То, что медитирующие монахи достигают годами практики. Архитектура храма доводила до этого состояния принудительно, за минуты. Но это только первый слой, потому что архитекторы Чавина не остановились на звуке раковин. Они добавили второй инструмент – воду. Под центральной лестницей храма проходит система подземных каналов. Перуанский археолог Луис Лумбрерас исследовал их десятилетиями. Каналы имеют строго рассчитанные сужения, пороги, перепады высот. В кульминационные моменты церемоний жрецы открывали шлюзы. Мощные потоки воды устремлялись по каменным туннелям. Турбулентность в этих сужениях создавала специфический низкочастотный звук – инфразвуковой рокот. Морфология туннелей работала как фильтр. Она отсекала лишние частоты и оставляла одну – рев ягуара. Этот звук поднимался по вентиляционным шахтам и вырывался прямо под ногами паломников на площади. А теперь соберем все вместе. Паломник пришел в храм. До этого он принял энтеогенный экстракт кактуса Сан-Педро. Это подтверждается иконографией самого храма. Его заводят на площадь. Темнота. Или почти темнота. Он не знает, что происходит внизу. Он не знает, что жрецы уже стоят в галереях с раковинами, что шлюзы уже открыты. Звук начинается внезапно. 110 Гц давят на левое полушарие. 4 Гц тянут мозг в транс. Земля рычит под ногами. Источника звука нет, он везде. Стэнфордская команда зафиксировала это инструментально. Межеуральная кросс-корреляция в галереях минимальная. Это значит, слуховой аппарат человека полностью теряет способность определить направление звука. Он приходит отовсюду одновременно. Паломник не слышит музыку, он не слышит воду, он слышит голос Бога. И его мозг в этот момент физически не способен возразить. Левое полушарие отключено, скептицизм недоступен. Это не религия, это нейроинженерия. 3000 лет назад. Из камня, воды и раковин. Архитекторы Чавина знали о волновой физике то, что европейская акустика формализовала в 20 веке. Они знали о нейрофизиологии то, что мы измерили электроэнцефалографом только в 2008 году. И они применяли эти знания системно. Каждая деталь храма не случайна. Каждый туннель, каждое сужение, каждый воздуховод. Это не строительство, это программирование. Программирование человеческого сознания через физику. И вот мы подходим к главному выводу этого видео. Нам не нужны пришельцы, нам вообще не нужна мистика. Потому что реальная история человеческого гения страшнее, грандиознее и красивее любой выдуманной тайны. Люди без компьютеров рассчитали сейсмику лучше современных инженеров. Без спутников нашли подземную воду в пустыне и построили акведуки, которые работают до сих пор. Без томографов поняли нейропластичность мозга и использовали ее. Без лазеров построили мегаполисы под джунглями. Без масс-спектрометров создали почву, которая плодородна спустя 1500 лет. И без акустических лабораторий построили синтезатор из камня, который управлял человеческим сознанием. Это и есть настоящий шок. Не в том, что кто-то прилетел и помог, а в том, что никто не помогал. Они сделали это сами. Мы сделали это сами. И большую часть этого мы не умеем повторить до сих пор. Какая из этих 5 находок пугает или восхищает вас больше всего? И как думаете, какие наши современные технологии археологи будущего примут за мистику? Пишите в комментарии.